Итак, брат Анди будет сейчас читать нам лекции на тему Осии. Осии. Hello, everybody again. Всем добро пожаловать. When I told my colleagues at work, Когда я рассказал коллеге на работе, various friends and my друзья brothers and sisters и in the братья и church, сестер в церкви, that I was going to Ukraine, что я поеду в Украине, none of them had been to Ukraine, никто из них разве не посетили Украину, and I formed the impression that none of them had ever met anybody from Ukraine either. и So, никто из них даже не встречали с украинцами. so they were surprised. И так они как-то чуть шокированы, удивлены, что я But поеду. I do know that there are those in England who are praying for me and for all of you. Но они все сказали, мы будем для вас молиться, вот, и для Украины вообще. And one particular brother, Neil, И один брат, называется Нил, he said he wished he was coming as well. хотел даже со мной поехать на самую последнюю минуту, Unfortunately, he's not here, I am. но не получилось. But he allowed me to take some of the ideas that he had given at a talk at Windermere meeting. Но, кстати, я от этого брата узнал очень много об этом тему, об Осии. So I've taken some of Neil's ideas and incorporated them into my talk, a lot of them. Поэтому я здесь как-то добавил и его понятия тоже. And so this talk could be given several different names. One could be simply, and I imagine these might all sort of translate similarly into Russian. I'm not sure whether it will make, whether the distinction will be there. I'm sure Duncan, if anybody, will be able to do that. Go take to yourself an adulterous wife. Но тему, в принципе, о том, что Бог сказал Осии, жениться на проститутку. Or go take yourself a wife of harlotry, which I think is much the same. And, or even worse, find a whore and marry her. И даже язык, который здесь мы встречаем в этом пророчестве, довольно, скажем, грубо об этом. And many people who don't know much about the Bible would probably be appalled that one could say such a thing at a Bible talk. А людей, которые скептически относятся к Библии, даже смеются. То, что здесь написано в 1 глава, во 2 стих: «Иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда». But in Hosea we have a picture of what Israel had done and God's loving reaction. Но здесь это все-таки картина о любви Божьей к Израилу. And some of it can be summarized in the final chapter of Hosea, chapter 14. В самом конце пророчества, 14 глава. And I'm going to ask Duncan to read verses 1, 2 and 4 of chapter 14. Здесь давайте прочитаем 14 глава, 1 по 4. Последняя. Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Обратись, Израиль, к Господу, Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня, и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. И 5 тоже. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратится от них.
Спасибо. And we hope that can apply to us. И надеемся, что это утешение для нас. In Old Testament times, В Ветхом Завете there was a national religion and all were expected to worship God. каждый член народа Израилева как-то признали Бога, у них все были участие в завете с Богом. Now we have to choose to follow God. Но для нас это не то. Нам надо сознательно выбрать. Это не вопрос, что мы так родились вот в таком семье, в таком народе. Нам надо, каждый должен для себя, как взрослый, решить. Whether we are from Latvia, Если из Латвии, Donetsk, Донецк, Kiev, Киев, Russia, Россия, Israel, Израиль, or even England. Англия. And this can be hard, as I think Duncan's already said today, because the world does not want to follow God's laws. Мира, где мы живем, вообще, не важно, в каком стране, мира вообще не хочет жить и быть по-духовному. In Old Testament times, prophets often talk of countries as a whole, telling them to mend their evil ways. Иногда в Ветхом Завете даже пророков вызывали весь народ к покаянию. We have no right to judge societies as a whole. Rather, we reflect that it is full of individuals for whom Christ died. Нам надо смотреть на общество как группа индивидуальных людей, и Иисус, по идее, умер для каждого. And we see in the media, certainly in the English, the British media, we see whole countries demonized for what their leaders perhaps have done. Чаще всего в медиа, по телевидению и так далее, есть такая склонность демонизировать весь страну, весь группа народа из-за поступления одного человека или какого-то контингента. But we need to treat individuals and individuals as indeed God requires. Нам надо обратить внимание на людей на индивидуальном масштабе, дать ценность к индивидуалу. And the love of God, the love God has for the world is shown through Hosea and his love of Gomer. Любовь, которую Осия показал Гомеру, тот блудницу, это прообразом любви Божьей. How can we summarize what the Old Testament prophets tell us? Как мы сможем, пару словам высказать все то, что написано в Ветхом Завете об этом? Perhaps these 2 points. Наверное, два момента как обзор. God was not pleased with the way the children of Israel were living. Бог недоволен, как Израиль жили. Despite this, Но несмотря на это, they were loved by God. Он им возлюбил. And even when they turned their back on him, И даже когда они отошли от него, he would not fully break the relationship. он сам не сломал до конца отношения с ним. Some people try to create a them and us approach and attempt to stand in God's place and determine who is and who is not acceptable to God. Мы не сможем до конца решить, кто с Богом и кто нет. God tells us through Hosea that you cannot just apply rules to people. И Бог и тоже как-то делает так, что у него столько любви к человеку, что даже он сам нарушает иногда его собственные правила. God seems to say, I don't even stick to my rules all the time. Ощущение у нас есть в течение этого книги, это в том, что Бог как-то иногда нарушает его принципы и правила. He says, I'm too loving and too merciful to do that. Его любви, его милость до таком степени. And we should all be extremely grateful and thankful for that. И для этого нам надо быть благодарным, потому что это является основанием для нашего спасения. A couple of books further on we find Amos. И дальше немножко мы читаем пророка Амоса.
and who'd written just before Hosea had written, and he had written, I believe, that there was going to be a judgment on Israel by as yet unmentioned, as far as I know, foe. Он просто писал, что суд обязательно будет против Израиля. I don't know, could we read chapter 5, just verses 2 to 4, please? Амос 5 глава, 2 по 4. Пятая глава, 2 по 4. Упала, не встает более дева Израилева, поверженная на земле своей, и некому поднять ее. Ибо так говорит Господь Бог: город, выступавший тысячью, останется только сотнею, и выступавший сотнею останется десятком у дома Израилева. Yeah, so he said they were going to fall, but he said, nonetheless, as I think we were saying this morning, the call still comes out to repent, seek me and live. Но в 4 стихе, несмотря на то, что Бог сказал в одну сторону, что вы умираете, Он все равно сказал: вы защите меня и будете живее. Nonetheless, they should have known what was coming to them, and God indeed sends them Hosea. И Амос пророчествовал до Осия. И кажется, что Бог в том, что Он хотел, чтобы они взыскали Ему, Он поэтому отправил им Осия. So we come to the chapter 1 of Hosea. Так, обратно, Осия, 1 глава. So what's it? This is saying. Perhaps we'll read, please, the second verse of chapter 1. Первая глава, 2 стих. Сейчас. Первая глава, да, 2 стих. Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступил от Господа. Is it, so, I mean, what does this actually mean? The most sort of outrageous sort of version of that is simply that Hosea was to go out onto the street, find a whore and just marry her. А что это значит? Это буквальным образом, что сразу после того, что он это слушал, он ушел на улицу, и первая проститутка, которую он увидел, он сказал: ну давай. That is, find any old woman of the street and take her as your wife. Это то, что это имеется в виду. Or is it that Hosea wanted to marry Gomer, had somehow met her before? Или разве это не так, что Осия уже с этой женщиной, Гомер, and God, он уже с ней знаком, и даже уже ей возлюбил, и Бог как-то дал ему добра: ну хорошо, давай, с ней я разрешаю. And God was sort of warning him, look, go ahead and marry Gomer, but this is what she's going to turn out like. Это не так, что Бог типа сказал Осию: ну хорошо, ты хочешь с ней жениться, ну хорошо, я дам добра, но знаешь то, что будет. Такая она будет. Whether or not, whichever of those is the situation basically is, God says, go and take her and you will find out she will be an adulterous wife and she will have children by other men. Наверное, он имел в виду, что она будет такая, она будет становиться блудницей, и у ей будет на будущем и детей блуда после вашего брака. Not what any prospective husband would want to hear. Это, конечно, не то, что молодой человек хотел бы слышать, что твоя девочка такая будет. But as God said to Hosea, this is what Israel is doing to me. Но суть в том, что это то, что Израиль сделали Богу, хотя он это предзнал. Claims to be in a relationship with me and then goes after other gods.
Он прекрасно знал, что то, что они будут делать. Когда он сперва начинал отношения с Израилем, он знал то, что будет с ними. God knew what Israel were like, what they would do, yet he poured out his love and called them his own. Несмотря на всякие этого, он все равно надеялся, что они будут по-другому. What about us and our relationship with God? И что у нас и наши отношения с Богом. Most of us have made a commitment. Мы, которые уже приняли крещение, We're baptized, приняли веру, and of course mean to follow God in our life. и набираемся, быть верны к Богу. At times we may stray. Но все равно, даже для нас, иногда мы не будем такие верны. But God says, I love you. Но все равно Бог нас любит. Is he angry with us? Saddened with us? Disappointed? Ну, у него, конечно, есть столько разочарования с нами, столько печальности, столько гнев даже иногда с нами. Probably all three. It's no more than I expected, he says. Потому что тем более он все это уже предзнал у нас. But I love you, you are my child. Но все равно он имел в виду, что я вас люблю. Same with Hosea. То же самое с этим Осией. His life that he dreamed of with Gomer would be in tatters. Тот брачной жизни вместе, о том, что он мечтал с Гомером, просто-напросто не получилось. Все его мечты как-то разбились. But because of his love, Но из-за его любви к ней, because of his love of God and for Gomer, he и carries тоже on. его верность к Богу самому, вот он держался в этом отношении с ней. Well, the relationship did start well. Отношения между Осией и Гомером, начиналось, и, наверное, неплохо начиналось. We might read verse 3, please. Давайте почитаем 3. И пошел он и взял Галиль, дочь Девлаима, и она зачала и родила ему сына. So things started well. They had a son. Итак, начиналось довольно хорошо, у них был ребенок. They had a daughter together, even. Sorry. Where's his daughter? She bore him a son. Oh, sorry. I'm sort of going everywhere. Yeah, sorry. Yeah. I think I just suddenly I flicked onto the wrong line there. Obviously, Jezreel. I think also I was thinking to myself, sounds quite feminine, but actually, of course, Jezreel is indeed the son. Sorry. But we come to verse 4, 4. and indeed it says, call his name Jezreel. Нареки ему имя Езриил, And would you read the rest of that? потому что еще немного пройдет, я взыщу кровь Израиля с дома Иудеева и положу конец царству дома Израилева. And then things turned out for the worst. It's not what it says in verse 6. 6. In verse 6, as I say, it's not what it says, it's what it doesn't say. 6 стих. Она зачала еще и родила дочь, и он сказал ему, нареки ей имя Ло-Рухама, ибо я уже не буду более миловать дом Израилева, чтобы прощать им. So it doesn't. This is really now. It really is adulting now. Sorry, everybody. But this, of course, it doesn't say that Hosea bore her a daughter. Здесь значительно, что это не написано, что это от Осия. Просто написано, что зачала, она зачала еще. So Gomer conceived again, and we assume by another man. И кажется, из контекста это не от Осии. Lo Родила ему сына. Я Руам. думала, что от Осии такие. Родила ему сына. Нет, 6. Родила дочь. Он, Анди имел в виду, что первый, да, это от Осии, а 6, то дочка вряд ли.
So, yeah, this daughter, lo ruama, not loved. And then, worse still, another child, lo ami, not my people, I am not your God. И 8, 9, она опять зачала, родила сына, и сказал он, нареки ему имя Ло-Ами, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. What God had told Hosea was coming true. Итак, то, что Бог сказал Осии сперва, сейчас исполнялся. And he had the daily reminder of what Gomer, his wife, had done. Каждый день Осия смотрел бы на эти дети и понял, что это то, что Бог сказал, что твоя жена будет блудница, и у ей будут детей блуда. When by chapter 3, Gomer had run, well, by chapter 3, I should say, Gomer had run off. 3 главу кажется, что Гомер вообще отошла от него. But Hosea went after her and brought her back, showing his continuous love. Но Осия побежал за нее, чтобы как-то уговорить ей вернется к нему. The people must have asked, why does the prophet Hosea, why does this prophet keep going after this unfaithful woman who keeps rushing off? Конечно, это все какой-то позор. И все как-то задали бы вопрос, а что с этим мужчиной? Зачем он придерживает эту женщину? Она вообще плохая, она не та женщина. Вот зачем? Тот парень вообще постоянно за нее. Зачем? Что с ним? Having children with various men. У нее есть разных детей, и она из разных мужчин. Зачем? Он еще с ней. Зачем? And yet, he keeps showing love to her and bringing her back to him. И это, конечно, реклама Израилу о любви Божьей для Израиля. Well, Hosea may have said, go consider. Think about you and God. И это, наверное, они сами задали Осию такой вопрос, а зачем ты еще с ней? И, наверное, он ответил, но, понимаете, это прообразом любви Божьей к нам, потому что мы не лучше. Now, of course, we don't really know in any great detail how many of them got the message he was saying. Мы не знаем, если даже один человек в Израиле понял то, что Осии Бог хотели передать им о любви Божьей. Yeah, immediately after verse 9, we obviously have verse 10, which we can read, of chapter 1, sorry. Что читать верс? Сейчас, 1 глава, 9 и 10. 9 и 10? Да. И сказал он, нареки ему имя Лаами, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Бога живого. Спасибо. And I repeat, and it shall come to pass in the place where it has been said to them, you are my people, then there it shall be said to them, you are sons of the living God. Там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Бога живого. Just one verse from another prophet, Jeremiah, chapter 3, Еремия 3, verse 12. 3 глава, 12 стих. Еремия 3 глава, 12 стих. Можно с экраном даже почитать. 12. Да. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит, Господь, я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Спасибо.
So, theme continued. Это то же самое, тему. But a few more verses from Hosea, chapter 13, verse 14. Осия 13 главу, 14 стих. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Just say, watch out for some similar words in Romans 9 later. И в Римлянам мы читаем похоже. Then Hosea 14, verse 2. Осия 14 глава, 2 стих. 3 стих. Возьмите с собою молитвенное слово и обратитесь к Господу. Говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими его благо, и мы принесем жертву уст наших. And now verse 9, please. 14, sorry. 10. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконие падут на них. And we'll go also to Hosea 2, verse 23, please. Осия 2:23. И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог. So God basically says to us, no matter what we've done, Несмотря на то, что мы сделали в жизни, as can be seen in his message through Hosea, Бог, согласно образец, который мы видим в Осии, Он готов простить, даже страшно хочется. that we are his beloved people, Мы являемся Его возлюбленный народ, on whom he bestows his grace. и Он оказал нам столько Его милости и благодати And his mercy. и прощения. Спасибо.